Вы будете в шоке, но во времена пандемии в США закрылось около трети всех предприятий малого бизнеса. Думаете, это много? Как бы не так. Ведь в наше время на банкротство подает на 70% больше предпринимателей. Сегодня я расскажу вам, почему в Америке происходит коллапс малого бизнеса, какие на это есть причины и как правительство США само портит экономическую ситуацию в стране. А в конце вы узнаете, как можно избежать всех этих проблем. Приятного просмотра! Слышали ли вы когда-нибудь такую фразу «малый бизнес – основа экономики»? Наверняка да, и с ней сложно не согласиться, ведь огромное количество людей работает в этой сфере, а некоторые даже имеют свое дело. А знали ли вы, где именно была озвучена эта мысль? Конечно же, в стране, где зародилась современная демократия, в Америке. Правда, я начал замечать кое-какие несостыковочки. Действительно, если не будет малого бизнеса, то в нашем мире случится настоящий коллапс. Представьте, более 90% всех предприятий в мире относятся именно к этому типу, а 70% населения работает именно на малый бизнес. Выходит, что без него наша экономика буквально схлопнется. Миллиарды людей окажутся безработными. Все население Земли не сможет купить никакой еды, ведь она продается в магазинах, а они относятся к малому бизнесу. В общем, даже представить страшно, какой коллапс произойдет в экономике любой страны, если произойдет что-то схожее. К чему я все это рассказываю вам? Да к тому, что для более детального погружения в тему нужно понимать, насколько важны все эти магазинчики, ресторанчики и другие заведения. А обсудить сегодня я хотел как раз-таки проблему малого бизнеса в Соединенных Штатах Америки. Какие там вообще могут возникнуть вопросы, если это передовая экономика мира? На самом деле очень просто. Взять, к примеру, 2020 год. Самый первый пик пандемии коронавируса. И ведь тогда весь мир сел на карантин. Никто не ходил в магазины, рестораны, кафе и бары. Огромное количество таких заведений попросту обанкротилось. Но тут-то все в целом понятно, ведь у них не было никакого заработка. Ну а что же сейчас? А сегодня подобные предприятия подают заявление на банкротство чуть ли не в 2 раза чаще, чем в те сложные времена. Удивительно, не так ли? Вообще ответить на вопрос, почему в США возникли такие проблемы, очень трудно. Тут сразу много факторов, среди которых есть и развитие технологий, и человеческий фактор. Но свои мысли об этих двух моментах я расскажу вам слегка позже. Сейчас я бы хотел поговорить насчет одной из главных проблем, которая и мешает малому бизнесу. Во-первых, вся экономика мира пострадала от пандемии. В Америке в 2020 году, как я уже говорил, закрылось огромное количество предприятий, а именно более 30%. И чтобы хоть как-то пережить тот коллапс, многие бизнесмены и предприниматели были вынуждены взять кредиты, чтобы рассчитаться по долгам. В те времена еще были вполне лояльные ставки для бизнеса. Сегодня же возникла другая проблема. Налоговая нагрузка на граждан США и, в частности, предпринимателей, крайне сильно выросла. О чем я говорю? Да о том, что недавно президент Америки предложил чуть ли не самое значительное повышение налогов для населения за 30 лет. В частности, теперь предприниматели должны платить 28% от своей прибыли, а миллиардеры вынуждены отдавать вообще четверть своего дохода. Как вы могли заметить, я ни слова не сказал про обычных жителей страны. Но и для них во всех этих законопроектах припрятаны новые налоги. В общем, если говорить одним словом, цены на все растут. В таких условиях не выдерживают магазины даже именитых брендов одежды. Да что они, та же мегакорпорация Макдоналдс увольняет своих сотрудников и закрывает офисы. Что уж говорить про совсем крошечные бизнесы, наподобие магазинчиков, которые открывают ваши друзья где-то в переулках. Есть еще одна фраза, которая олицетворяет США. Америка – страна юристов. И это не голословное заявление. Ведь как можно спокойно вести бизнес там, где абсолютно любой случайный прохожий может подать на вас в суд только за то, что ему не понравится ваша вывеска? Я не шучу, в Америке даже на Бога подавали в суд. И подобных непонятных или откровенно нелепых историй тут куча.
Если вы открыли кафе, где подается бургер и картошка фри, то будьте готовы, к вам придут юристы ближайшего Макдональдса или Бургер Кинга, ну или представителя других компаний. В США в суд подают не только клиенты, но и другие компании. Зачем? Ну, наверное, чтобы просто устранить конкурента. А нанять юриста, который будет разгребать все ваши бумажные дела, будет не так уж и дешево. Придется отсыпать около $500 в час. А теперь представьте, что у вас постоянно будут разные судебные разбирательства. В общем, половина бюджета будет уходить лишь на оплату судов. А если учитывать, что вам будут противостоять огромные компании, у которых огромное количество денег на тех самых юристов, то вам уже будет очень сложно вести хоть какие-то дела в этой стране. Тут, конечно же, многие могут возразить, мол, в Америке можно зарегистрировать бизнес, сидя на диване, и да, они окажутся правы. Правда, вы на это потратите кругленькую сумму. И то, что, открыв свое дело, вы не столкнетесь со всеми проблемами, о которых я рассказал, это не факт. А ведь есть и другие вопросы. Пожалуй, самой большой проблемой для любого бизнеса в современном мире стала конкуренция с интернет-магазинами. Вы только посмотрите на то, сколько приходится платить любому предпринимателю, если он хочет запустить офлайн-магазин. Во-первых, больше всего денег будет уходить на аренду помещений. В Америке с этим большие проблемы, так как коммерческие помещения стоят просто конских денег. Во-вторых, вам требуется персонал, которому нужно платить зарплату. И тут есть один большой минус. Скорее всего, трудоустраивать сотрудников придется официально, ведь любой шериф или офицер может зайти в ваше заведение и попросить нужные ему документы. К тому же, мигранты, которые чаще всего работают в черную, почти не знают английского, а официальные зарплаты в Америке очень высокие. Даже уборщик может получать несколько тысяч баксов в месяц. Ну и в-третьих, вы столкнетесь с мародерами и грабителями. А это еще одна серьезная тема, о которой я расскажу чуток позже. И заметьте, я сейчас рассказал очень кратко о том, на что будут уходить деньги. На самом же деле расходов намного больше. А теперь сравните все это с каким-нибудь магазином вещей в интернете. На что у такого предпринимателя будут уходить деньги? На склад, который стоит в разы дешевле. Некоторые и вовсе хранят товар у себя дома. Еще вам требуется огромная куча сотрудников, лишь пара помощников и курьер. Да и трудоустраивать их официально, в общем-то, не обязательно. С вас вряд ли кто-то спросит бумаги о работниках. Ну и, конечно же, вы не столкнетесь с воровством. Сплошные преимущества. Так думают и другие предприниматели, которые работают в США. Зачем тратить лишние деньги на содержание точки где-то в торговом центре, когда можно просто уйти на маркетплейсы? Правда, и тут им приходится несладко, ведь есть вездесущий Amazon. Эта компания по своей сути монополист во многих областях. Дело в том, что у нее очень много денег. Эти ребята могут легко удерживать цены на товар, которым вы торгуете в интернете, в разы ниже. А значит, у вас не будет покупателей, и вы, скорее всего, закроетесь. В общем, чистой воды монополия. Совсем недавно, осенью 2023 года, регуляторы уже подали в суд на Amazon. За что? Да все за то же. Сначала они постепенно уничтожают всех конкурентов в нише, а потом просто берут и снижают качество товара, при этом увеличивая его цену. Так всегда происходит, если в вашей стране появляется монополист. В этом иске приняли участие генеральные прокуроры 17 штатов. В их сообщении говорилось о том, что Amazon борется со скидками и не разрешает конкурентам ставить цены ниже, чем на их сервисе. А еще они требуют с продавцов, которые пользуются их услугами, до 50% от общей выручки. Помимо этого, в поиске выдается реклама, а не то, что ищет пользователь. В общем, все те типичные вопросы, которые вы можете задать любым крупным компаниям. Но я отошел от темы. Представьте, что в условиях, когда вы не можете поддерживать работу точки в торговых центрах из-за высоких цен, когда нет льготных кредитов для предпринимателей, когда другие конкуренты уничтожают ваш бизнес через интернет и маркетплейсы, и когда в этом же самом интернете есть монополист, который снижает цены на все, представьте, что в таких условиях в вашей стране еще и процветает мародерство и воровство. Лично мне кажется, что в таких условиях никакой бизнес вообще невозможен.
А ведь именно это и происходит в США. Вообще, уровень преступности, вооруженных нападений и количество грабежей в Америке всегда были высокими. Все это, конечно же, связано с тем, что почти у каждого второго жителя есть свое оружие. И оно довольно часто попадает в руки не самым лучшим людям. Но все эти и без того не самые хорошие показатели начали очень стремительными темпами расти в 2021 году. Почему, спросите вы меня? Да потому что именно в этом году произошло знаковое для всего американского общества убийство Джорджа Флойда. Но лично меня поражает больше не то, что случились протесты из-за этого происшествия, а то, что американские власти никак не противостояли этому. После 2021 года в США начал расти уровень преступности, а в частности, количество хулиганов, мародеров и грабителей увеличилось. И вместо ужесточения политики, направленной на борьбу с такими людьми, все происходило в точности наоборот. Вы только вдумайтесь, в некоторых штатах можно украсть товар из магазина средь бела дня на сумму до $1000, и за это вам почти ничего не будет. Да-да, именно такие правила действуют в Нью-Йорке. Правда, есть несколько дополнительных условий. Например, кража должна быть в рабочее время. Если совершить такое преступление, когда магазин закрыт, то это уже будет другая статья – кража со взломом, и наказание там куда серьезнее. А еще нельзя никому угрожать и приносить с собой оружие, иначе это будет вооруженным ограблением. В общем, нюансов много, но что будет, если все их учесть? А вот что. Теперь любой желающий может зайти в магазин, взять, что ему хочется, и просто уйти. Некоторые умники даже телевизоры домой крадут, а охранники и полицейские просто наблюдают за этим. Да уж, просто шок. Но меня лично больше всего поражает то, что огромное количество полицейских буквально вынуждены закрывать глаза на правонарушения некоторых граждан. Почему? Да потому что события 2021 года показали, что может случиться, если в результате действия полицейских пострадает афроамериканец. Так, в придачу к этому, в США очень популярна культура меньшинств. Так что если какой-нибудь охранник попытается задержать преступника, то он, скорее всего, попадет в тюрьму, чем этот парень, который украдет новенький iPhone. Собственно, из-за этого малый бизнес тоже очень сильно страдает. И как мы с вами уже выяснили, исходя из статистики, страдает куда сильнее, чем при отсутствии клиентов. Ведь если у вас ничего не покупают, это не значит, что вы теряете свой товар и, следовательно, вложенные деньги. Вы тратите средства на аренду помещений, только и всего. В общем, сегодня очень сложно открыть свое дело и не разориться. Но я знаю, как это можно сделать. Как мы с вами уже поняли, открытие офлайн-бизнеса, например, магазина, не лучшая идея. Что уж говорить, если вы захотите построить свой ресторан или кафе. В эту степь вообще даже не смотрите. Слишком большие затраты, слишком много нервов и слишком мало выхлопа. Значит, лучшим вариантом будет создать свой товарный бизнес, который не будет иметь очного магазина. Следующий же шаг – это анализ. Вам нужно прошерстить весь интернет. Понять, что сейчас в трендах, какой товар выбрать и где его купить. На этом этапе потребуется потратить почти все время, что у вас есть. Ведь именно от него зависит то, насколько надежным получится ваш бизнес. Приведу пример. Если вы закупите мягкие игрушки авокадо вместо популярного персонажа из мультика, то заказывать его у вас почти не будут. Вложенные средства останутся лежать в бесполезных тряпках. Что уж говорить, если вы не найдете хорошего продавца, который будет вам предоставлять товар оптом. Ну и, конечно же, бороться с монополистами вам не имеет никакого смысла. Вот и думайте, наилучшим вариантом будет открыть свое дело, когда вы создаете что-то индивидуальное своими руками. Вы всегда сможете научить этому своих сотрудников и расширяться. К примеру, если вы умеете шить шторы, делаете это качественно и быстро, то почему бы не попробовать выполнять такие заказы? Продавать все это можно через маркетплейсы. Да и вряд ли с вами будут соревноваться крупные компании, ведь те же шторы ручной работы ценятся куда больше. А еще я не советую нанимать себе сотрудников с официальной платой. Лучше заключать контракты. Дело в том, что вам придется платить какие-то невообразимые суммы своим людям, отчитываться перед государством, делать налоговые отчисления и так далее. В общем, трат поприбавится. А вот если заключить контракт, то придется заплатить лишь за ту работу, которую вам сделают, и никаких лишних переплат. В общем, подытожим.
Лучше открыть свой бизнес в интернете, ведь так вы избежите лишних трат на аренду и другие важные вещи, а также исключите возможность воровства. Стоит серьезно отнестись к выбору ниши и построению бизнес-плана. А также лучшим вариантом будет делать что-то своими руками или же открыть свое собственное производство. Ну или вы можете предоставлять услуги и просто создать компанию, в которой будут трудиться сотрудники, а заказы брать из интернета. Короче говоря, возможности для бизнеса есть, главное учитывать все нюансы, о которых я сказал ранее. Сегодня мы с вами подробно разобрали одну из главных проблем малого бизнеса в Америке. Пишите свои мысли насчет этой темы. Может, вы сможете найти профессиональный подход в решении этой задачи. И, кстати говоря, о профи. Друзья, вы можете попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылочка будет в описании. Спасибо вам за просмотр и пока-пока.